Всем привет, меня зовут Леша Соболев, и сегодня я дам 5 советов для новичков. Эти советы могут быть полезны для опытных райдеров, кстати. Первый совет. Правильно завязывайте ботинки. С этим бывают проблемы даже у опытных райдеров. Смотрим. Ботинок состоит из внутренника и из внешней завязки. Соответственно, первое, что нам необходимо сделать, это хорошо застегнуть внутренник, чтобы он прилегал полностью, чтобы здесь не было вообще пространства, чтобы вы не могли сюда всунуть палец. Надо плотно завязать внутренник. И дальше уже у нас идет внешняя завязка. После этой завязки у вас плотно прилегает внутренник, у вас нога не ходит в ботинке, и в таких ботиночках можно кататься. Также сверху одеваем штанишки и погнали. Второй совет, друзья, это защита. Но это не та защита, которую мы можем купить в магазине. Я говорю сейчас про разминку. Разминка — это самая лучшая защита, которую вы можете получить бесплатно. Какие части тела травмируются у новичков чаще всего? Это руки, кисти, запястья, ну, естественно, и колени — это ноги. Я сейчас покажу пару упражнений, но желательно делать разминочку всего тела, начиная с головы, пошли вниз. По поводу рук. Я всегда использую следующее упражнение. 4 пальчика берем и начинаем их тянуть на себя. Отдельно тянем большой палец. Дальше фиксируем запястье одной рукой и крутим в одну сторону, в другую. Дальше можно сделать ручки в замочек, также покрутить. В локоточках ручки можно покрутить. Потом короткие вращения. Есть полные махи. Можно покрутить в разные стороны. Также ручку можно потянуть назад, потянуть перед собой. Есть еще несколько упражнений, но это базовые. Давайте посмотрим, что нам необходимо сделать для разминки ног. Первое, самое важное, это колени. То есть нам необходимо полностью присесть в коленочках, чтобы у нас колени согнулись максимально. Присесть, посидеть, чтобы нагрузить их всем весом тела. Дальше самое банальное упражнение, но очень важное, это садимся на одну ножку, главное, чтобы пяточка у вас была прижата, и делаем перекатики. Перекатики лучше делать через верх, садимся на другую ножку. Также делаем покачивание и еще раз на другую. Коленочки мы разминаем круговыми движениями. Сначала на ширине плечик ставим внутрь, потом наружу. Также есть упражнение очень хорошее. Лыжники так объезжают палки, пешки они еще называются. В одну и в другую сторону наклоняем колени. Также круговые движения в одну сторону, круговые движения в другую. Номер 3. Советую застегивать сноуборд стоя, а не сидя. Я понимаю, что у каждой горы есть наклон. Проще сесть на задницу и начать пристегивать сноуборд. Но какие есть в этом минусы? Во-первых, друзья, если вы будете кататься несколько лет, будете постоянно садиться на задницу, на холодный снег, это явный путь к врачу. У мальчиков не будет стоять писька, а у девочек могут быть всякие разные заболевания, и у вас не будет детей. Вам об этом, грубо говоря, скажет каждый врач: нельзя сидеть с задницей на холодном. Если мы посмотрим на всю гору, постоянно можно встретить таких людей. Не допускайте таких ошибок, берегите свое здоровье и правильно застегивайте сноуборд. Давайте выберем вот это место, и я покажу, как это делать правильно. Здесь есть наклон, соответственно, мы кладем сноуборд, вставляем ногу, застегиваем. Свободная нога находится сзади при этом. Что происходит дальше? Иногда снег жесткий, иногда чуть мягче, но все равно у меня с этим, например, никогда не было проблем. Мы берем и кантиком делаем себе полку. Вам придется научиться это делать. У вас не получится это с первого раза, я знаю. Но когда вы научитесь, это очень хороший скилл. Сделали полку. Все, посмотрите, сноуборд стоит, наклон у горы есть. А я никуда не еду. Я с легкостью вставляю вторую ногу. И могу ехать.
4-й совет: правильно застегиваем крепление. Есть несколько ошибок, часто встречающихся. Вот это крепления, которые предназначены для того, чтобы застегивать их спереди на носок. Есть крепления, которые застегиваются сверху ботинка. И, в принципе, их можно отличить по вот этой передней стрепе. То есть, если здесь какая-то выемка, если ее можно натянуть на носочек, скорее всего, их нужно застегивать на носке. Второй момент. Нам нужно вставлять ботинок полностью, чтобы пятка была прижата к задней части крепления. Часто такое бывает, что люди вставляют, не смотрят вообще, куда вставляют ботинок. Вы видите, зазор сейчас остался. То есть у меня ботинок не прикасается к креплению сзади. И после этого начинают застегивать крепление. Что-то застегнули вот так вот. Да, и им кажется, что все нормально. Посмотрите, как у меня шатается нога в креплениях. Она ходит вперед-назад и влево-вправо. Так делать не надо. Первое, с чего мы начинаем, мы пятку вставляем до конца, чтобы она прилегала полностью к задней части креплений. В первую очередь застегиваем верхнюю стрепу. И потом нижнюю. Вот это ботинок. Вот это ботинок хорошо сидит, хорошо закреплен. Вот сейчас можно начинать кататься. Совет номер 5. Научитесь ездить с одной пристегнутой ногой. Для этого есть упражнения, я их покажу. Все это нужно нам для того, чтобы подниматься на бугельных и кресельных подъемников. На них нельзя подниматься с двумя пристегнутыми ногами. И, соответственно, на многих кресельных подъемниках нельзя подниматься со сноубордом в руках. Всегда должна быть пристегнута одна нога. Почему на бугельном подъемнике нельзя пристегнутым быть с двумя ногами одновременно? Потому что если вы упадете, вас может замотать вокруг опоры, различные травмы можно получить и так далее. По правилам, одна пристегнутая нога, и вы можете подниматься на подъемнике. Важный момент. В самом начале обучения вы можете подниматься пешочком, осваивать задний, передний кантик, но потом вам захочется подняться повыше. И уже, если вы научитесь на плоскости кататься с одной пристегнутой ножкой, можно залезть на подъемничек и подняться, и уже продолжить обучение. Шестой совет, друзья: если вы хотите согреться алкогольными напитками, делайте это только после катания, ни в коем случае не в начале и не в процессе. Вот нашей камере сегодня нужно было согреться, потому что она полностью разрядилась, и мы снимаем на телефон. Вот снимаем на Oppo, минус 20 на улице, заряд телефон просто держит. Что происходит, мы не понимаем, мы уже сами замерзли, я не могу говорить по-русски, и нам нужно идти греться. Все, мы закончили кататься и идем согреваться глинтвейнчиком. Погнали!